Всем привет! Вы на канале 13 порций. А это 2 порции, которым удалось сегодня уединиться в изнемождении. Всех накормили от пузика и теперь сами сели. Ну, нам надо с вами пообщаться. Да, нам есть о чем поговорить. Есть разное, очень разное. Ну вот, к примеру, сегодня у нас зимний салат, оливье. Я сегодня резала, мы там видео записывали, детки помогали. Помогали в каком плане? Уроки делали возле меня, читали. Зимний салат, то есть все есть, морковь есть, да, он поэтому и называется оливье, зимний салат. Его зимой очень хорошо делать. Все есть. И вот у нас сегодня такой вопрос. Покушай, он у меня уставший, он строил целый день. Все мальчишки сегодня строили, все. С папой. Такой вопрос. Ольга Чирелли. Но я могу прочитать неправильно. Вообще я не учила английский язык, немецкий в школе учила. Могу немножко по-китайски, немножко по-армянски, немножко там, немножко тут. В общем, Ольга задала вопрос 1 день назад, вчера. Светлана и Иван. Вы почему не говорите ничего о ситуации на Украине? Вы вообще в курсе, что сейчас не надо выпускать видео? Ольга, у нас 2 канала. Я хочу с вами поздороваться. Здравствуйте, со всеми поздороваться. Кто кушает с нами, кто просто нас слушает. Приятного аппетита, кто кушает. Ольга, у нас 2 канала. Один канал Мукбанг. Мы здесь кушаем с детьми, с вами общаемся. Ну, такое направление, оно сначала было непонятное лично мне и лично моему мужу. Ну, смотрим, что... В принципе, показывая то, что мы кушаем, можно зарабатывать даже деньги. Каждый работает так, как он может, правильно? Это мукбанг. Мы здесь кушаем. Это не политический канал. И канал 11 детей «Наша жизнь». Там вообще политики никакой не может быть. Там только детки. Там наша жизнь. Там в основном я почти всегда, я готовлю кушать, я показываю, и то я показываю это 10% из своей жизни, я показываю, как я готовлю, убираюсь, я даже не показываю, как я убираюсь, мне некогда это делать, я когда готовлю, остальное все уже некогда, это не политический канал. Я знаю, что происходит, из-за этого несколько дней вообще не выпускала видео, получила обратную реакцию, тоже одной из зрительниц из наших, Анастасии, я уже упоминала, она, кстати, тогда еще не отключили монетизацию, когда мы не выставили видео, когда я просто чисто эмоционально не могла, мне было тяжело, я очень эмоциональный человек, я не знаю, передается это на камеру или нет, но я очень эмоциональная. Я склонна за все сильно переживать. И несколько дней мы не выставляли видео, потому что я эмоционально была не в строю. Но я не могу быть не в строю, вы понимаете, у меня дети. Я могу полдня пробыть не в строю, пока они в школе, если у меня что-то сварено. А потом все бесполезно, я обязана быть в строю. И вам тоже, мы обязаны быть в строю. Устали мы, не устали, мы обязаны, у нас дети. Их много. Был бы один ребенок, там к бабушке отправили, почитать посадили, а много. Они все равно все хотят наше внимание. И так как это, как я уже сказала, что это не политический канал, сегодня я, наверное, последний раз эту тему затрагиваю вообще. То, что происходит у нас с мужем в сердце, знают наши близкие. Вы знаете, я слушала одну блогеру, она с той территории, с того государства, там тоже, мы с ней год подписаны друг под друга. И вот ее тоже очень многие обвиняли в беде другого народа. И она говорит, а я при чем? Я при чем? Почему вы мне это говорите? Так и здесь. Много пишут, я все понимаю. Но здесь, на этом канале, мы это обсуждать, друзья, не будем.
Это обсуждается в семьях, это обсуждается среди близких друзей, у вас у всех так. А здесь мы просто общаемся с вами, мы с вами дружим. Мы живем здесь одним днем. Вот сегодня есть день, и мы живем. Ну вот так. Да, вот так. Много. Мы неравнодушны к этому вопросу, ну и обсуждать мы это не будем. Много причин для этого. Да, и вы прекрасно сами знаете. Некоторые причины вам известны. Да. Все знают, что причин очень много на это. У нас дети, я хочу их насколько можно защитить. А еще у нас особенная семья, мне их еще сильнее надо защищать. Да. Ну, о грустном хватит. Да. Хватит Да. А давай немножко о веселом по-другому. И ты продолжишь. Ты хотел про Яндекс.Дзен. Откуда ты знаешь? Знаю. А я, знаете, я про курочек. ЕКЛМН пишет, уткам нужен пруд. Нет. Мы очень много уток держали. Да, Они у нас в тазах везде. И утки, вот индоутки, им вообще ничего не надо. Гусям еще так надо, но... Гусям мы выкапывали и ложили такую... Целлофан. Положили такой целлофан, и они там купались, наяривали, и с крана им воду открывали. У нас шикарный шланг большой. Поэтому мы вообще-то, мы бывалые... Ну да, мы не первый раз. Да, мы держали, ну, к примеру, мы держали скотину, ну, лет 8. Мы держали разную скотину. Мы знаем, что им нужно, я просто не могу решиться. И я уже понимаю, что меня несет во все стороны, я сегодня его замучила. В общем, мне нужна свинья, а свиньи это стадные, их надо две. Мне нужна свинья. Она говорила 3 до этого. Но сегодня я его целый день обрабатываю. Нет, я пока держусь, нет. Хотя понимаю, что... У меня отходов очень много, мне нужна свинья срочно. Срочно. Я сам буду доедать. Сам буду доедать. У меня много отходов, мне нужна свинья. И я понимаю, что это надо. Корова, мы корову тоже держали, теленок у нас был. Мы ее так любили, мы ее, правда, аппаратом доили. Иван доил сам причем. Козу я сам доил. И козу доил ручную. Коз я не завожу, мне очень жалко сад. Конечно, козлята это крутизна такая. Это с детьми настолько это потеха, но мне очень жалко сад. А козы это такие, вы не представляете, маленькая козочка, рожденная. Соседка приходит вот с такими глазами, забор выше меня, ростом стеной деревянный. Соседка приходит и говорит, ваша коза, ваша козочка ест у нас вишню. Как она туда попала? Она что, через забор перелезла? В общем, наша коза через этот забор оказалась у них и ест ихнюю вишню. Это ужас. Все будет постепенно. У меня глаза горят, почему я говорила, что я не захочу заводить скотину, потому что меня понесет. Меня уже рвет на части. Меня рвет на части. Я очень люблю скотину. Поэтому я сегодня стояла с этими курочками, и водички им принесу, и морковочки потру. На улице первый раз вышли, они уже, видать, вообще в клетках сидели. Петька там как командир. Петька поет сегодня целый день. А девчонки мои с ним ходят. И полдня они все-таки, я когда открыл дверь, они вот в угол забились, боялись. А потом все равно вышли. Сначала 3, потом 4, потом, смотрю, все были. Иван, там какие? Это не навес. Спрашивают, это навес или ничего. Мы в одном из видео объясняли. Это на прицепе. У Ивана пасека, он сам колотил будку, на эту будку снял времянку. Набил палки, ветки. Сегодня они, кстати, сейчас я ходила, мы с мальчишками ходили закрывать. Они все сидят на этих веточках. На жердочках, да? Да, все на жердочках сидят. Им хорошо. Гнезд пока нету, потому что они еще молодые. Они молодые еще. Возможно, будем и строиться, все будет видно. Гнезда вот-вот построим. Они будут переносные, даже если мы сарайку построим, мы их просто перенесем и все. Просто Ивану очень сильно некогда. Он сегодня весь день, он дождался, что сегодня более-менее не идет стеной дождь и град, и сразу на стройку, сразу начал строить кухню. Ну да, у меня потому что несколько дней погода вообще не давала даже приступить, а дел много, поэтому
всяко разно. Хотели сначала перегородку такую делать, гипсокартоновую, железо там, но все-таки сварили каркас, потом все это отрезали сегодня и начали выкладывать все-таки. Я сразу сказала, что я хочу, чтобы все каменное было. Ну, стали с блоков делать, старые блоки, поэтому в этом сложность своя. Ну ничего, заштукатурится все и будет нормально. В связи со сложившейся обстановкой решили немножко сэкономить на блоках. Да. Но это не проблема, я что-то так горчицу хочу прям вообще. Горчица это хорошо, я тоже хочу. Угу. Но многие пишут, не могут найти нас на Дзен. Друзья, честно скажу, вот я себе установил Дзен на телефон, я сам себе не могу найти. Я не знаю пока в чем дело. Но скажу так, чтобы зайти на наш канал на Дзен, это нужно зайти в описание под видео, и там есть прикрепленная ссылка. По этой ссылке можно перейти, и тогда попадаешь на наш канал на Дзен. Но как настроить на программе, я пока не знаю. И некогда разбираться, я думаю, попробуем разобраться и рассказать, но на это нужно время, а время пока тратится. Ну, много дел сейчас, весна, и надо и деревья подрезать, и надо достраивать. И вроде с курицами что-то надо Пасека решать. подпирает. Пасека, надо тоже теплые дни там и клеща травить, и подкармливать, и смотреть, и проверять. То есть дел много-много-много-много, поэтому не расслабишься пока. Поэтому просто нет времени на это. Но я сегодня установил на телефон, вот пока Света тут приготавливала кушать, я отдыхал, установил 10 минут, как он пока называется? накрывала на стол тарелочку. Яндекс.Дзен, второй Рутуб. Рутуб установил программу с Play Market. И там в поисковике там всего 2 видео, и я себя нашел. То есть вот на Рутубе ищется. И тоже у нас в описании написано. Да, и ссылка тоже есть в описании на Рутуб. Ну, про телеграм-канал пишут, мы разберемся. Да, мы пока... Как бы, главное, вот чтобы вы знали, если мы потеряемся, мало ли что, мы будем надеяться, что мы не потеряемся, что ничего не произойдет. Но обстоятельства меняются каждый день, поэтому если что-то произойдет, знайте, мы и на Дзене, и на Рутубе есть. И если вдруг мы будем что-то менять, там телеграм канал или еще что-то, будем. у нас физически не хватает времени. Ну, я думаю, вы все понимаете. Мы разберемся. А вот мне советуют, что многие блогеры ушли на телеграм-канал. Мне некогда на комментарии отвечать. Я вот сейчас залезла, там чуть-чуть пробежалась по девочкам. Я сама соскучилась уже. И гости у нас были, и посидели, отдохнули, все сделали, дети отдохнули, уже дети время как шикарно провели. Поэтому всем все надо делать, и во дворе работы, и с детьми они столько внимания требуют. И огород начинается. То есть... Да, очень много, не знаешь, куда рваться, но все постепенно, все по чуть-чуть. Как бы сначала дела более важны. Главное, вы уже знаете, где мы есть. Да, где нас можно найти. И мы знаем, что вы нас найдете там. А потихонечку будем налаживать. Здесь мы не перестаем, даже если мы на один день пробали, это просто где-то физически не хватило сил, времени. Просто чем-то занимались. А так, как бы, стараемся постоянно быть с вами. Еще один вопрос был, на что мы снимаем. Сейчас нас снимает камера Panasonic, видеокамера. Мы ее видео сняли. Вообще, конечно, я хотел купить фотоаппарат для видеосъемки, но такой фотоаппарат очень дорого, поэтому пришлось выбирать вот из дешевых. Это вот камера Panasonic, она самая дешевая, можно сказать, которая подходит. А сколько она, 35? Нет, около 30 она стоила тогда. Сейчас не знаю, сейчас с ценами происходит чудо. Поэтому, тогда, на тот момент, да, и она чем хороша, что у нее разворачивается тоже вот экранчик. Вот она. Да, и мы видим себя сейчас, когда снимаем. На 11 детей мы ее сняли. Да, мы показали эту камеру. И плюс мы еще подключаем петличный микрофон обыкновенный. Там я за 100 рублей его купил, этот петличный микрофон. И сразу звук лучше становится, прям заметно. Сначала мы без нее, без микрофона снимали. Да. И иногда без него. Если Ивана нет, я могу и не суметь его подключить. Да. А вторая камера, это маленькая у нас камера. Она вот так выглядит. Она
автоматически. То есть ей вот, ну, как бы вот можно снимать, и она ровно держит, ну, как бы картинку. Удобно очень. Она может сразу перевернуть меня снимать, сразу на вас. Вот ее я включила. Иду по улице, так снимаю, раз, два, три, и она раз уже на меня снимает. Мне очень нравится. Да. Ну, а называется она, вот я даже коробочку, я могу неправильно назвать, потому что я тоже учил немецкий, как Света говорит. А туда DJI Pocket 2. DJI Pocket 2, я не знаю, сфокусируется, нет? Ну, вот эта камера так называется. Она, кстати, продается сразу, если кто, ну вот, не знаю, если кому-то надо. Она продается, есть такой набор комбо, там сразу подключается вот такой дополнительный блок и микрофон, сразу радиомикрофон. Но вот если брать, все-таки нужно брать сразу с микрофоном, тогда звук будет лучше. Радиомикрофон. То есть получается, вот это для улицы, куда-то ехать, брать с собой всегда в магазин, еще куда-то. А это дома. Да? Да, да. И она сильно, вот эта камера не привлекает внимания, вот так вот там держишь ее, там люди порой не понимают, что это. А с камерой выходишь, сразу понимают. Мы вот были на горячем источнике. Вот с этой идешь, снимаешь, ну как-то спокойно. А взял Panasonic, иду с ним, уже все, уже люди смотрят, что я там делаю. Ну вот так вот. Ну это вот ответ на вопрос, на что мы снимаем. На две камеры у нас. Одна, можно сказать, для дома, да, в основном дом. А с собой мы всегда вот это берем. Вот все, что с машины Света снимает, это вот всегда вот на нее. Зарина Касенова. Зарина, здравствуйте. Вы, пожалуйста, для новеньких скажите, какое видео посмотреть, чтобы понять о вашей семье. Наткнулась на видео о Ульяне. А о чем речь идет, я не понимаю. Я вам отправила ссылочку. Зарина, здравствуйте. Я вам отправила ссылочку. У нас есть еще канал 11 детей и наша жизнь. И там о нашей семье. Сейчас больше там уже идет готовка, дети. А вначале я прям рассказывала. Но в моих интересах я хочу в ближайшем будущем, мне надо прослушать, о чем я там рассказывала, чтобы немножечко еще с другой стороны эту историю рассказать, добавку. Потому что я помню, что когда рассказала, думаю, так, вот это я не сказала, вот это я не сказала. В ближайшем будущем, сейчас, когда время будет, я выберу время и расскажу еще немножечко о нашей семье. Именно о прошлом. Валентина Спицына. Что-то у меня не получается подписаться на Яндекс. Написано подписаться, нажимаю, ничего не получается. Ну что ж, будем ждать лучших времен, когда опять YouTube. Валентина, да. И я думаю, что время придет, если чтобы нас... подписаться, надо обязательно зарегистрироваться. Если не зарегистрируешься, не подпишешься. И время придет, вот мы же раньше тоже в YouTube зашли, ничего не понимали. Со временем научились. Я думаю, что если прижмет, мы и там научимся. Я тоже пока там ничего не понимаю. В общем, вот так у меня. Хорошо, Иван этим занимается. Совсем не могу, мальчишек позову, они помогут. Да. Недавно мы кушали, по-моему, кашу манную, и Валеры все не досчитали. Тогда он спал. Он не хотел просыпаться настолько. Он этот хорек еще тот. Любит поспать. Да. Я сразу сказала, мальчики, кто хочет, просыпайтесь, потому что уже время было поздно. Кто хочет, просыпайтесь, кто нет, мы без вас покушаем. Ну вот все встали, кроме Валеры. Валеру и так приходится вставать. Все спят в субботу, а он в школу. Поэтому он так вот иногда позволяет себе, когда все встали, он спит. Эвелина Гриценко. Эвелина, здравствуйте. Светлана, здравствуйте. И вашей большой семье. Светлана, скажите, пожалуйста, а у вас своих детей нет? Нету. Нету. Даже есть видео на Мукбанке, кстати. Ой, я вам еще это... На Мукбанке я там сижу в такой белой рубахе. Одна. Я там вообще одна. И я одна эмоционально жую салат и объясняю про эту ситуацию. Кстати, я вам, по-моему, с 11 детей сейчас прислала ссылочку. А еще на Мукбанке пролистайте, посмотрите.
Так и называется. Почему нет детей, по-моему? Я там вообще одна. Многие спрашивают, что такое VPN. Объясни, пожалуйста. Ну, можно сказать, если коротко, это программа, которая позволяет защитить, ну, ее используют чаще всего для того, чтобы стать невидимым для, ну, скажем так, для тех, кто хотел бы нас отследить. И что она делает? Ну, она просто получается, ну, вот как вообще мы смотрим в интернете что-то? Мы делаем запрос, вот наш, например, компьютер, и мы запрос посылаем на сервис нам отвечает и дает нам, ну, вот какое-то видео. Ну и получается, что вот этот сервер, или тот, кто предоставляет нам интернет, он знает вообще, куда мы заходим, что мы делаем, какие запросы отправляем. И получается, что, ну, информацию эту может, ну, кто-то взять, да, воспользоваться. Это вот первая возможность. А вот что делает VPN? Он как бы встает посередине. Мы отправляем запрос на VPN, он его шифрует. И считается, что это, ну, чаще всего он, например, подменивает, как будто бы мы в Соединенных Штатах находимся. И делает запрос на этот сервер. Этот сервер отправляет на VPN, да, на сервер VPN. Здесь шифруется информация и нам. И получается, для вот то, что раньше видел провайдер наш, да, он теперь этого не видит, вообще ничего. Ничего не видит, потому что он не понимает, кто эти запросы делает. Ну вот, и вот благодаря вот этому VPN, получается, когда мы заходим через эту программу, заходим на YouTube канал, YouTube думает, что мы находимся за границей, подключает, в другой стране подключает нам рекламу. А, у меня Мацунчик. И реклама идет. Ну вот так вот. А много видео в интернете про VPN, есть бесплатные программы, но их что-то не очень хвалят. В интернете VPN. Так и напишите по-русски VPN и скачайте. Да, скачать VPN. В Play Market? В Play Market много VPN-ов. Там, ну, много, поэтому мы не будем рекламировать, сами решайте, какой вам установить. Да, это решение должно быть ваше. Ну, их очень много, большой выбор. Ну, и многие специалисты, вот я смотрел, советуют даже платные программы. Но мы пока бесплатно пользуемся. У нас пользуемся. бесплатно уже давно. Нам особо скрывать нечего, как бы, да, поэтому мы не используем, чтобы тут вот не знали, что мы делаем. Мы используем для того, чтобы... Мы только учимся. Да. Мы используем только вот, чтобы... Мы только учимся. Да, что-то так вот где-то доступ был. Я вообще, если бы мы не стали снимать видео, если честно, до того момента, пока мы не стали снимать, я никуда, мне некогда, я никуда не ходила. Я в этот раз поняла, что телевизор... У нас на компьютере, например, рабочий стол, Света знает, вот здесь вот ярлычок. Но это было раньше. Вот, например, ярлык там, мои документы, к примеру. Вот Света здесь хранит свои документы. Ну, я там раз что-то программу установлю, этот был здесь, он раз вот сюда куда-то передвинется. Ну, вы понимаете, да? Все, в свете трагедия. Вы знаете, я скажу, почему я себя так веду. Во-первых, это было правда раньше, в самом начале нашей совместной жизни, когда у нас только появился первые компьютеры, потом у нас миллион этих ноутбуков было. Мы жили в порту Ванина, тогда вот он покупал японские разные. А мне удобно так. Я вообще всю жизнь была очень самостоятельная. Родителей не стало, брат. И я настолько была самостоятельная, я настолько была сильная женщина, что когда я вышла замуж, а через 10 лет совместной жизни, я вообще поняла, что я такая слабая стала. И чем дальше, тем слабее становлюсь. И я всегда это говорю. Я стала всего бояться. Сейчас он меня еще бережет, на машине не дает есть. Я вообще всего боюсь. Ну, я езжу, вот сегодня девчонок маленьких. Она сегодня меня катала. Я решил отдохнуть. Я ездила за девчонками, и он поехал сам. Но я рядом сидел. Следил. То есть, вообще всю жизнь с детства. Я вот сейчас наблюдаю за Ульяной. И я не хочу, чтобы она была такая, как я. У нас были гости, а Ульяна даже расслабиться не может. Что-то бежит. Я говорю, иди к девочке. Ты так ждала подружку свою. Иди, иди. 5 минут она опять.
что-нибудь помочь, что-нибудь сделать. Давай я это сделаю. Я говорю, иди. И вот с подругой разговаривали. Я говорю, я так не хочу, чтобы она на меня была похожа. Она говорит, может, это хорошо? Это хорошо, но знаете, чего мне не нравится? Меня раньше подруга пригласит на день рождения, а она с друзьями сидит, а я у нее посуду мою. Я уже это рассказывала. И вот Ульяна... Компот вкусный, с черешней. И вот Ульяна становится типа такая. Я не хочу, чтобы она на меня похожая была. Нет. Пусть будет помощница, но не до фанатизма. И я надеюсь, что в будущем ей попадется такой же муж, и она тоже будет слабая. Спасибо, что были с нами. Мы сегодня с вами очень хорошо отдохнули. День был насыщенный. И я, как обычно, перебила Ивана. Я нет, это нормально. Мне вообще иногда лень разговаривать, все никто не спрашивает. Все. Даже если эта история обо мне, лучше бы сказать, ты расскажешь. Мне так удобно пора. Я сам вообще люблю помолчать. Да, поэтому спасибо, что поддерживаете нас. Многие, конечно, я вижу, прям пишут, что просмотрели рекламу всю до конца, там, ну, видно, что переживают, там, многие там прям так ответственно отнеслись, там, зашли, подписались на Дзен, у нас там уже где-то 130 подписок, да. То есть 130 человек. Мы, кстати, человек. Как бы расстроились, но мы не успели сильно расстроиться, мы же еще не сильно подсели на вот эту зарплату, которую мы получали. Как бы это хорошо, и такое число, когда у нас вот никаких вот таких, мы прям уже к этому числу привыкли, но да. Мы не успели еще к хорошему привыкнуть, расстроились, да, ну было и раз, и не было, то есть, ну, вот да, так. То есть так бывает. Это жизнь, у каждого свои сложности. Главное, чтобы страшнее ничего не было. Да. Желаю вам всем мирного неба, всем желаю. Мы очень ценим, мы очень благодарны вам. До скорой встречи, друзья. Пока-пока.